Современные мониторы обладают немалым количеством характеристик и параметров, благодаря которым мы склоняем выбор к конкретной модели. Но существует параметр, который моментально вешает ярлык игровой любому монитору, и это частота обновления экрана. Частота обновления экрана – характеристика, означающая максимальное число кадров в секунду, которое может показать монитор. Всем привет, YouTube! В этом видео будет 5 лучших мониторов 2021 года с максимальной частотой обновления экрана 144 Гц. В топ вошли мониторы с различными характеристиками, за исключением герцовки. Все они в ценовом диапазоне от 150 до $200. Смотри это видео до конца, и ты точно подберешь себе достойный моник. Это я тебе гарантирую. Поехали! На пятом месте в нашем топе расположился BenQ Zowie XL2411P. Монитор вошел в линейку BenQ, которая изначально позиционируется как плавный и быстрый гейминг. Это та модель, в которой все заточено под использование игровых систем, от дизайна до баланса черного. Если говорить за дизайн, внешность BenQ абсолютно спокойная, что даже как-то не вяжется с последними тенденциями в сегменте игровых мониторов. Тут нет узора на тыльной поверхности, нет RGB или любой другой подсветки. Нет даже цветовых пластиковых вставок или джойстика для управления. Пластиковые панели корпуса толстые, а их поверхность шероховатая. Поэтому отпечатки пальцев на корпусе зачастую практически незаметны. Качество сборки монитора самое высокое. Если менять угол наклона монитора, то тут все вообще супер. Насколько хочешь, настолько и меняй. Даже возможен поворот вокруг своей оси. При этом вес монитора около 6 кг. Сделан он на базе матрицы 24 дюйма типа TN Film с разрешением Full HD. Имеет большой запас яркости, но углы обзора оставляют желать лучшего. При не самом большом угле наклона, к сожалению, уже наблюдаются переливания цветов. В нижней части находятся разъемы DVI, HDMI, а также DisplayPort и гнездо подключения питания. Тут есть фирменная функция Black Equalizer. Это высветление темных участков, но сделана тут она немного прокачаннее и как бы интуитивнее. Технология не просто высветляет, а делает их более насыщенными, добавляет немного контраста. Цветовой охват sRGB 96%. Другая особенность моника – наличие 20 уровней настроек отображения картинки под конкретные задачи. А при наличии видеокарты AMD возможно разогнать этого киберспортивного монстра до 165 Гц. Основные плюсы – высокое соответствие цветовому пространству sRGB, подсветка без шим, удачные настройки разгона матрицы, а также цена и качество сборки. К минусам я бы отнес углы обзора, сложное неинтуитивное меню и нет встроенных динамиков. В целом, монитор четко соответствует своему позиционированию, обеспечивает плавное движение без размытий и шлейфов. Различия между режимами в 60 Гц и 144 Гц заметит даже человек, далекий от игр. На четвертой строчке рейтинга LG 27GL 650F. У него базовый дизайн, нет подсветки RGB и ограниченные эргономические настройки. Но при этом он имеет достойное качество сборки без явных недостатков или проблем. Диагональ монитора 27 дюймов. Хороший запас по углу наклона и высоте. Также его можно закрепить на стену. Подставка имеет ту же эргономику, что и более дорогой 27GL 850B. Она может поворачиваться в портретную ориентацию, но только в одну сторону. Сзади, кстати, есть кнопка быстрого снятия. Границы с трех сторон тонкие, а снизу чуть толще. Если же смотреть на разъемы, тут все по стандарту. Один под DisplayPort и два HDMI. Внутри 8-битная IPS-матрица с Full HD разрешением и HDR режимом, поэтому картинка здесь максимально приближена к реальности. Не забыли и о цветопередаче, здесь она натуральная и очень приятная для зрения. Цветовой охват – это та часть известных нам цветов, которую способен воспринимать человеческий глаз. Здесь он составляет 99% sRGB. Управление меню же происходит при помощи джойстика. Моник может похвалиться функцией Flicker Free, чтобы избежать мерцаний, а также AMD FreeSync Premium для обеспечения максимальной плавности во время использования. Цена на монитор колеблется в районе 280-300 баксов. Специально для геймеров предусмотрена функция включения прицела по центру экрана.
Плюсы монитора: отличная пиковая яркость, регулировка по высоте и углу наклона, HDR и хорошая цветопередача. Минусы тут, к сожалению, тоже никуда не делись. Во-первых, это дизайн. Он тут довольно невзрачный и имеет увесистую ножку. Слабый контраст, и монитор нуждается в калибровке. Но по отношению цена-качество монитор является одним из лучших не только в нашем рейтинге, но и на рынке в целом. Открываем топ-3. Монитор Samsung C24RG50FQi. Сам производитель утверждает, что устройство максимально приближено к технологиям IMAX. Монитор относится к S-серии, то есть рассчитан на профессионалов. И начнем с самого интересного. Монитор изогнутый диагональю 24 дюйма с очень минимальными рамками. Ножка имеет хороший запас по углу наклона, но вот регулировка по высоте здесь не предусмотрена. Внутри установили топовую VA-матрицу с Full HD разрешением и большим запасом по числу смены кадров от 48 до 144 Гц. Для полноценных 144 необходимо подключение по DisplayPort. Глубина цвета 8 бит. Из разъемов имеет 2 HDMI и 1 под DisplayPort. Вес устройства также удивляет, всего 3 килограмма, и это при увесистой подставке. Огромным плюсом этого монитора является большое количество внедренных технологий. Кроме стандартного Flicker Free, он имеет улучшенный FreeSync Premium. Главное отличие от стандартного FreeSync: даже при ощутимом проседании счетчика кадров пользователь этого не почувствует. В меню настроек можно включить прицел, и это очень полезная штука для шутеров. Ребята из Samsung подумали и о нашем здоровье и внедрили режим защиты зрения Eye Saver Mode. Это опция изменения цветовой гаммы и снижения едкого голубого свечения. Специальные геймерские режимы здесь тоже имеются. Их основная задача — обеспечить максимум комфорта при игре. Но даже в такой продвинутой модели есть значимые недостатки. Во-первых, не очень качественная WLED подсветка. И также сюда можно отнести плохие углы обзора, но это скорее для задротов. Из плюсов — крутой изогнутый дизайн, много фирменных фишек и самое главное — его цена. Она колеблется в диапазоне 180-200 долларов. Устройство более чем доступно вашего внимания. Но единственное, установленную функцию защиту зрения нужно точно настроить под себя, и тогда все будет в порядке. Для работы с изображением этот монитор не совсем подходит, он скорее для гейминга или стандартных задач. На второй позиции нашего рейтинга разместился Acer Nitro VG270 UPBM IPX. Это одно из самых амбициозных устройств компании. Про него, можно сказать, вложили душу. Монитор вошел в игровую линейку Nitro, которая отличается запоминающимся дизайном. Экран почти безрамочный, с диагональю 27 дюймов и разрешением 2К. А вот подбородок никуда не делся. Ножка имеет регулировку по углу наклона. Сделана она из серого пластика с синими вставками, что придает особый стиль устройству. Внутри установлена качественная IPS-матрица с глубиной цвета 6 бит и Frame Rate Control. Также здесь есть Flicker Free и FreeSync. Из разъемов 2 под HDMI и 1 DisplayPort. Угол обзора составляет 176 градусов. Каких-либо значимых особенностей в этом мониторе не наблюдается. Однако есть очень качественные динамики, которые могут послужить основными. Матрица здесь установлена одна из лучших. Производителем заявлено 100% sRGB. При замерах в режиме пользовательский цветовой охват оказался даже шире и составил 114,4% sRGB, а соответствие данному цветовому пространству составило 99,8%. Формально можно засчитать 100%, что является отличным результатом. Из минусов могу отметить ограниченную функциональность подставки и малую амплитуду сигнала на аналоговом аудиовыходе. К плюсам — безрамочный дизайн, подсветка без шим, очень высокая точность цветопередачи, большие углы обзора и минимальное количество артефактов при максимальном разгоне матрицы. В целом монитор получился довольно удачным, а большинство его минусов нивелируется небольшой ценой. Например, за схожий по параметрам Asus MG279Q придется выложить приблизительно на четверть больше. Конечно, у подопытного подставка с такой себе функциональностью.
но зато он чрезвычайно точно отображает цвета. Равномерность подсветки тоже приятно радует глаз, причем как на черном, так и на белом. А в режиме Overdrive артефакты практически незаметны даже при максимальном разгоне. То есть монитор подходит не только для игр, но и для работы с графикой или видео. Цена на него в районе $320–360. Перед тем, как узнать победителя нашего топа, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Так я смогу сделать для тебя больше интересных и качественных роликов. Победителем стал монитор от компании Xiaomi, который был выпущен в октябре 2019 года. И сейчас это один из самых востребованных экранов. Xiaomi Mi Surface Display 34. Не уступая по характеристикам другим производителям, стоит этот монитор намного дешевле брендовых вариантов, в районе $400–430. Дизайн у него мега современный. Кроме изогнутого экрана с соотношением сторон 21:9, он практически безрамочный. Пользователи отмечают, что во время продолжительной работы появляется ощущение, что будто бы экран бесконечен. Нижняя рамка немного больше остальных, но это никак не влияет на удобство работы с экраном. Тут также имеется регулировка по высоте и углу наклона. Можно развернуть монитор вокруг своей оси. Соотношение сторон экрана, как я говорил выше, 21:9, благодаря чему на 30% шире угол обзора. Этот плюс не только для геймеров, которым нужно видеть, что вокруг происходит, но и для людей, у которых компьютер – главный рабочий инструмент. На таком мониторе можно разместить максимум информации. У него есть возможность разделения экрана на две части. Это может быть полезно, если вам нужно делать несколько задач одновременно. Благодаря изогнутому экрану нагрузка на зрение перераспределяется, и глаза устают не так сильно, как при работе на плоском мониторе. Из недостатков – нерусифицированное меню, а вот достоинств куда больше. Поддержка технологий AMD Radeon FreeSync, низкая задержка вывода, эффективный регулируемый разгон матрицы и функция повышения динамической четкости, отсутствие мерцаний подсветки, а также удобная регулируемая подставка. Монитор Xiaomi Mi Surface Display можно смело рекомендовать для покупки. Прекрасный дизайн, отличная картинка, все характеристики полностью соответствуют заявленным. Напишите в комментариях, какой из этих мониторов вам понравился больше всего. Если нужно, я сделаю более подробный обзор на данную модель. Заодно посмотри обзор на самый тонкий бюджетный монитор от Xiaomi Mi Desktop 1C, который я снимал немножко ранее. Да пребудут с тобой инновации!